И сколько лет вы употребляли? Года 3. А что поменялось? Перевернулся весь мир. Я посмотрела на себя со стороны и поняла, что Так жить нельзя. да, так жить нельзя было. И благодаря программе вы нам, по сути, дали шанс на другую жизнь. А вы знали, что вы приемный ребенок? Я знала с самого детства. Было изнасилование. А сколько лет вам было? Было 16 лет. Вы-то что почувствовали, когда узнали, что есть сестра, да еще и старшая? Очень обрадовалась, потому что Слушай, а похоже-то как, а? Очень похоже. Новогоднее чудо. Да я бы не сказала, что я много там ем. Это сколько вы потеряли? 77 килограмм. Пришла к вам, была 197. И жрать хочется все время. Аппетит, как говорится, да, глаза хотят, а... Есть начинаешь, знаешь, уже оно- не надо. А парши вот такой толщины были. Ой, У мамочки. тебя ползали. Но благодаря вашей программе у нас все изменилось. У нас приятный запах, у нас нет зловоний. Ну тогда, девочки, держитесь, потому что мы приготовили вам сюрприз. Добрый день! Каждый раз в этой студии мы слышим фразу, которая накладывает на нас невероятную ответственность. Мы пришли к вам как к последней инстанции. И мы этих людей слушаем, и, конечно же, стараемся помочь им в их беде. Сегодня такая программа «Отчет» о том, что нам удалось сделать. Давайте вспомним историю девушки, которая много лет искала своих биологических родителей. И чем это закончилось в прошлый раз? Светлана Андросова разыскивает своих биологических родителей. Все, что я знаю, это что моя мать меня родила в очень раннем возрасте. Около 14-15 лет, наверное, ей было. И оставила меня в детском доме, написала отказ. Про папу ничего не знаю, только знаю, что был суд над ним. А вы знали, что вы приемный ребенок? Я знала с самого детства, это не скрывалось. Я считаю, это правильно, это честно было. А когда появилось это желание найти своих биологических родителей? Наверное, в подростковом возрасте. Адрес вашей биологической мамы у нас появился буквально накануне записи программы. Разумеется, мы предприняли попытку узнать что-нибудь. Про Оксану-то хоть чтобы нам что-то понимать, но как она вообще сейчас жива, не жива? Она жива. Если она откажется, то Света я буду общаться. Тогда я не знала, кто... Отношение к этой истории имею. Непосредственно ДНК делать не надо. Понимаете, сейчас люди такие, кто-то начинает осуждать. А вы сами когда-то, вообще думали о ней, вспоминали, думали, то, может быть, как-то Я найти? думала постоянно об этом. Первый разговор. Вторая мама была. Это Нет. ваша мама. Это в конце. А до этого и телефон-то ее, собственно, нам дала тетя ваша. А вы заплакали сейчас из-за чего? Что нашлась. У меня самый большой страх был то, что я найду ее, она уже мертва. Светлана Андросова со своей приемной мамой, тоже Светланой, в нашей студии. Здравствуйте. Светлана, рады вас видеть. В прошлый раз вы были одна, сегодня с приемной мамой Светланы. Но я думаю, что она вам родная мама, да. Давайте сначала с ней пообщаемся. Светлана, расскажите нам, пожалуйста, как Света появилась в вашей семье. 10 лет мы жили с мужем без детей. И вот мы надумали взять ребенка. Моя сестра родная проходила практику в детском доме. И вот она написала мне, сказала, что есть мальчик. И мы поехали с мужем. Он нам очень понравился, мы его взяли. Его зовут Сергей. И когда уезжали, мы попросили, чтобы нам подобрали для Сережки сестренку. И вот ровно через 2 месяца буквально нашу Свету положили именно в этот детский дом, именно в эту группу и на его кроватку. На Сережину? Да. Да вы что? Да. И потом мы думали еще о 3-м ребенке. И мы взяли девочку. Ее зовут Софья. Ей сейчас 18 лет. Учится на 1-м курсе Иркутского педагогического университета. Итого вы многодетная семья Да. в итоге. А когда Светлана захотела найти маму свою биологическую, вы ее поддержали в этом желании? Я ее предупреждала, что, может быть,
не очень хорошо Может быть, все, всякое. что она может расстроиться. А сколько да. Свете было, когда у нее возникло такое желание? Ну, подростковый период, я не знаю, ну, может, лет 15. Вот смотрите, год назад Оксана, так вашу маму зовут, она не нашла в себе силы приехать с вами увидеться. Но прошел год, она приехала в студию. Давайте позовем ее. Оксана, идите к нам. Знаете, как у нас здесь? Все же ждут в предвкушении. Вот мать с дочерью увидится наконец-то. Вышла, чмокнула, села. Возникло ощущение, что вы уже до программы встречались. Да, ну? встречались. А, вот оно в чем дело. Да, встречались. Вот оно в чем дело. Ну, рассказывайте. Но пока теперь. историю о том, что же в вашей жизни произошло такого, что вы оставили дочку в доме как малютки, уже мы не знаем. Вы ссылочку на прошлую программу делали, да, было изнасилование. А сколько лет вам было? Было 16 лет. Маме А вы боялась. знаете, кто эти люди? Без понятия вообще, я его, даже лица его не видела. А вы как, родили и просто оставили? Сразу отказались, В да? роддоме, да, отказной написала, получается. После, когда уже с мужем познакомилась, родилась Екатерина. Ну, сама ездила в Ангарск, но мне сказали, вы кто? Но я так потом поняла, что Свету уже на тот момент удочерили, потому что у меня Екатерине было уже 3,5 года. Когда наши редакторы отправили вам маленький фрагмент нашей программы, вот как раз с участием Светланы, Да, да. как вы отреагировали, интересно? Как это? Я ревела сидела. Екатерина, ваша дочка, и сестра ваша, получается, младшая, она тоже у нас в студии. Здравствуйте, Катя. Вы-то что почувствовали, когда узнали, что есть сестра, да еще и старшая? Я на самом деле очень обрадовалась, потому что Слушайте, а похоже-то как, а? Очень похоже. Я в детстве маме, помню, говорила, что я хочу себе старшую сестру. Она говорит, ну как я тебе старшую рожу? А потом она очень долго подбирала слова, боялась как-то сказать о том, что такая ситуация, и на самом деле у тебя есть старшая сестра. А я, когда услышала об этом, я настолько обрадовалась, что мне было не важно, какая за всем этим история, мне было важно, что она нашлась, и она есть. Я хочу к Петру обратиться, к мужу вашему. Слушайте, вообще-то с одной тещей, честно говоря, иногда трудно справиться. У вас теперь их две. Как вы к этому отнеслись? Когда приехала биологическая мама моей супруги, я был в восторге от ее мужества в плане того, что она, грубо говоря, едет к незнакомым людям, то есть незнакомое место. И очень рад был от того, что она такая компанейская, общительная. Мы нашли с ней общий язык сразу. За супругу был рад, то, что она наконец-то встретила. Да, то есть мы общались насчет этого очень часто и много. То, что она ищет, мы хотели найти даже своими силами, после чего она написала непосредственно в эту программу, и только с помощью вас воссоединилась семья. То есть вы планируете и дальше общаться? Конечно. Что тут можно сказать? Это новогоднее чудо, рождественское чудо какое-то. Две мамы. Это слава богу, что так вышло. Все прошли, все преграды преодолели, как в сказке. Счастья вам, удачи, с Новым годом. Спасибо. Набираются килограммы, к сожалению, быстро. А вот чтобы их сбросить, нужно время. В эфир вышло несколько программ под названием «Необъятные». Давайте вспомним одну из них. Ну, в вашем, конечно, случае наглядно понятно, зачем вы к нам пришли. Не надо, я худышечка. Ну как? 197-200? 170-500. Да. Это ваш я еще вес похудела на 11 сегодня? килограмм. Да. Да я бы не сказала, что я много там ем. Весы подо мной лопнули. Это может привести не просто к инвалидизации, а даже к смерти. Прям видно, что вам очень тяжело. Болит спина, и ноги отнимаются, поэтому опор на палочку больше. Мама, давай побегаем. Доченька, мне так тяжело, я не могу бегать. Не хочу даже на себя смотреть. Жирная, толстая, страшная.
Дети смеются, бывают на улице, чуть ли не пальцами показывают. Ну, взрослые тоже. Чем я хуже других? Ну, ничем не хуже. Хочется быть здоровой, действительно, сколько можно. Самой никак не получается это сделать. Если уж Первый канал обещает вам помочь, мы делаем это, разумеется, с помощью наших врачей совершенно бесплатно, но это означает, что у вас дополнительная ответственность перед всеми зрителями Первого канала возникает. Поэтому и посмотрим, кто из вас вообще осилит и сдюжит этот первый этап. Елена и Оксана спустя год опять в нашей студии. Здравствуйте, девочки. Но я смотрю, что все-таки то обещание, которое вы дали всей стране, Конечно. вы выполняете. Естественно, мы для этого сюда и пришли. Так, Елена, простите за нескромный вопрос. Сколько вы сейчас весите? 102 килограмма. Так, это сколько вы потеряли? Ну, если начинала я со 179, то 77 килограмм. Просто браво! Не узнать. Оксана, а вы? Я сейчас на данный момент 139. А начинали? Пришла к вам, была 197. 197? Так, рассказывайте, как держитесь, Оксан? Что вас мотивирует? Мотивирует то, что я действительно хочу добиться своего результата, во-первых, да? Это у нас сколько в килограммах? Хотя бы 99 для начала. А там дальше уже... Слушайте, ну вы же с тростью ходили, да? Просто Да, вы по-другому я, передвигаться не получается, могли. я получила инвалидность, да, получается, плохо вообще ходила. И, по сути, да, со сбросом веса, да, я прекратила. Полегче. Я начала бегать, порхать. Расскажите, Елен, как после операции восстанавливались? Ну, через 2 часа после операции я уже ходила по коридору. Так, прекрасный результат. Да, через сколько? 2 недели я вышла на работу. Через 2 недели после операции? Да, я вышла на работу. Ну вот в реабилитационном периоде что самое сложное? Вот что? Наверное, сложнее было больше всего эмоционально, что все едят, а ты сидишь на них, смотришь, и ты не можешь. Ну, хотеть-то, может, ты и хочешь в начале, первое время, но ты не можешь ничего в себя запихнуть. Там вода, бульоны, паштеты. И было обидно, что они сидят, при мне едят, а я на них смотрю, как дурак, и ничего не могу сделать с этим. А у вас? Нет, у меня было маленько потяжелее, да, получается. Я и потяжелее, получается, на второй день я, ну, как бы все ходила. На третий день я уже вышла гулять. Вокруг больницы прогулялись, да, как бы. И, да, я взяла себе промежуток месяц, как бы, да, я отбыла, потому что у меня тяжелая работа, 12 часов, как бы, надо быть на работе, не уйти оттуда. Да, я через месяц вышла, и нормально. Слушайте, ну давайте посмотрим, как проходили ваши эти, как выяснилось, не такие уж сильные мучения, я имею в виду операцию, а потом продолжим разговор. С момента передачи прошло около года. Получается, мне нужно было скинуть с 197 до 170. С диетологом и психологом я скинула до 182 килограмм. У меня есть джинсы, которые я купила, вот когда я была в свои 197 килограммов. И сейчас чуть не в половину уже большие мне. Для этой операции мне надо было скинуть 15 килограмм. Я их скинула. Я не ожидала, что я так много сброшу. Я поняла, что я добьюсь своей цели. Носить каблуки, носить красивые платья, юбки. Купить хочу то, что я хочу, а не то, что на меня налезет в магазине. Я очень счастлива, что я наконец-то дождалась операции. Какие Хорошо, ожидания? я в ожидании. Я жду, что я наконец-то выберусь из этого ожирения. Буду нормальным человеком. У нас прошла операция, прошла она без особенностей. Все прошло замечательно. Персонал больницы всегда поможет, всегда успокоит. Огромная благодарность Андрею Владимировичу. Все-таки сбылась моя мечта, потому что жизнь моя начнется заново. Впереди у нас еще какая-то работа над собой. У нас период постепенного, медленного, здорового снижения веса. И я думаю, что мы увидимся уже на итоговой программе с вашими результатами. Обязательно. Я считаю, что не будем откладывать в долгий ящик и позовем потрясающего доктора, после общения с которым у вас килограммы и стали таять. Да. Давайте его пригласим в студию. Андрей Владимирович, идите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте между нами.
девочками. Андрей Ну да, Владимирович. чтоб желание так, могли да. загадать. Да. Так, вот обычно... Давайте мы за вас поддержимся. Ой, все. Обычно с пациентами либо сложно, либо наоборот. Вот Елена и Оксана, с ними как работается? Ну, надо сказать и отдать должное нашим пациентам. Они были достаточно мотивированы и полностью воспользовались тем шансом, который им предоставил Первый канал. Ну и частично мы помогли. Они абсолютно выполнили все рекомендации, все наши договоренности в плане подготовки, небольшого там снижения веса, обследования. Мы все прошли этот путь, мы сделали самый главный наш шаг. Ну, а сейчас у Лены результат виден уже. То есть это уже где-то мы подходим к финишу. Оксана у нас еще в процессе, скажем так. Ну, у нее операция была на несколько месяцев позже. До период подготовки вес был затянулся больше немножко. изначально, Да. да. Но самое Слушайте, главное, ну, у что нее всё прекрасный результат, честно вам говорю. Спасибо вам огромное. И вам, и доктору. Обязательно. Большое, огромное спасибо, да, действительно, за то, что вы даете шанс нам. Людям на Да, нам надежду. всем, да, даете надежду, шанс, и вы помогаете. Не раз в этой студии мы рассказывали о соседях, которые захламляют свои квартиры. То мусором, то животными и даже голубями. И сколько раз мы убеждались, что решить эту проблему не так просто, как бы нам всем хотелось. Давайте вспомним одну из таких историй. Я по поводу своих соседей. Каждый раз, вот как открываю дверь, вот сразу же уже запахи идут. Я прям вышла, и меня вот здесь вот вырвало. Посмотрите, в каком виде у них проводка, посмотрите, какая у них стена вся, потому что у них здесь в ванной не поймешь, что творится. Складируют по углам везде. Уже полезли тараканы. Смотрите, вы устали от Михаила, а Михаил устал от вас. Зачем проблему создаем такую? А парши вот такой толщины были. Ой, у мамочки. тебя ползали, от тебя там невыносимая вонь была. У тебя вещи сверху, а внизу вся еда, Катя, Ай, которую... мама, молчите, молчите, мне уже плохо. Давайте посмотрим, как вы живете. Это вот у нас кухня, помидорчики. Вы вещи на помойках берете? Нет. Наоборот, относим. Ой, мамоньки Давайте родная. Запах страшенный, невыносимый запах. И вы самовольно стали вот из квартиры. Ой, а у вас там брать-то? Ой, золото прям лежит кучками по всем углам. Ну, грустно это все. Кать, Почему ты скандальная такая? я скандальная? А то Катя, я не Ты скандальная. Я всех тебе уже же замучила, не только Кого я нас. замучил? Вы знаете, один человек хочет сделать вам предложение. Михаил поедет ко мне во Владивосток. Вы его забираете? Да, я его забираю. Вы поедете, Михаил? Согласен, да. В нашей студии бывшие соседи Михаила, Юля и Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а теперь рассказывайте. Ну, в первую очередь... Как вы стали бывшими-то? Ну, благодаря вашей программе. Спасибо большое. Мы хотим выразить вам большую благодарность. Вам, Юлия, Александру. Но нет, давайте-ка по-честному. Сначала-то чуть-чуть злились. Ну, сначала мы злились на то, что когда они обещали, что они съедут после Нового года, и люди, как говорится, начали усмехаться над нами, посмотрев эту программу. Мы живем в небольшом городке, поселке. Вот. И начали усмехаться, типа, это все вранье, это они вас обманули, такой. Мы говорим... Мы Типа никто вам не поможет, Да, да? мы реагировали спокойно на это, на все. Мы говорили, посмотрим, время наше придет, кто улыбается, тот смеется, тот, кто смеется последний. Все. Так. И потом, когда уже приехал его брат, мы его увидели, конечно, с ним. Тут уже соседи все осунулись, ближайших домов. Говорят, вот это вы даете, вот это вот вы молодцы, говорит. Я говорю, не мы молодцы. Спасибо программе, которая нас взяла. Мы били во все колокола. Мы обращались в администрацию, мы обращались в участком. Мы кому только не обращались. Мы в прокуратуру дошли, до прокуратуры нам не помогла. Но благодаря вашей программе у нас все изменилось. Мы сейчас заходим в наш подъезд. У нас приятный запах. У нас нет зловоний. У нас нет рвотного рефлекса. Что они с квартирой-то сделали? Квартиру продали, сейчас въехали новые соседи, но они не въехали совсем, они там Да навели... как, брат вернулся, вот расскажите, что он приехал. Брат приехал, Так. они вытащили кучу мусора, оттуда тоже вытаскивали целую неделю.
Потом, значит... А женщину-то его, Михаила, женщину, которая там... женщину его они убрали, они ее не пускали. Она лежала в больнице. Говорят, маленько подлечилась. Я ее видела, кстати, она очень прекрасно выглядит. Честно только скажите мне, ну ведь скучаете по Мише-то, хотели бы увидеться с ним? Ну, нет. Почему? Я вот честно скажу, я бы По его Мише, да, хотела по бы- мусору нет, Нет, правильно по же? мусору Вот нет, это по Мишу, правильный. да, хотела бы увидеть, узнать, Вот как у него просто- дела. Мы как-то, мы его предупреждали. Ну сколько тогда, раз. девочки, держитесь, потому что мы приготовили вам... Мы все выдержим. Мы приготовили вам сюрприз. На данный момент я у брата в Владивостоке. Он мне работу нашел. Я работаю в охране, я охраняю поликлинику. Все нравится мне работа. Я рад, благодарен брату. То, что он сказал, он и сделал. Он забрал, и все нормально. И работа у меня есть, и все. С Екатериной мы общаемся, созваниваемся. Она работает нормально на автозаводе. И потом где-то там уборщицей там подрабатывает. Лайка заработаем. Вместе поедем в отпуск, в Гулянск. Туда на родину съездим, да. Ну, соседям, как вам сказать правильно. Не хочу плохого сейчас сказать. Пускай живут они мирно. Я ему уже не мешаю. Вот это первое. Другие соседи приехали, пускай они живут мирно. Ради Бога. Плохого не скажу за спиной. Дорогие соседи, ждите меня в гости. Я приеду в Ульяновск. Девочки, а скажите, пожалуйста, а ваши новые соседи, которые купили эту квартиру, они хорошие? Они еще не живут, они отмывают эту квартиру. Но все равно, вы же с ними уже так в общем-то, познакомились. мы общались с ними, Слушайте, ну раз нормальные, отмывают, порядочные значит, люди. уже хорошие. Мы хотим еще раз вас поблагодарить, Юлию, Александра, вашу съемочную группу, Павла, девочек всех. Все у вас очень хорошие, мы вас очень всех любим. Вы нам очень сильно помогли. Дай Бог вам здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего. Спасибо. Давайте вспомним вопиющую историю про мать, которая утверждала, что ее долги должны выплачивать ее дети, на которых она лишена родительских прав. Мы всю жизнь жили в прямой семье. Нашу маму решили родительских прав, а сейчас ни с того ни с сего мы платим за нее долги. Там за квартиру с ЖКХ. Долги за вот этот барак. Да. Почему я должна платить за вас свои долги? У меня своих долгов выше крыши хватает. А это вы сейчас с кем разговаривали? Это дети. Чьи? Мои были. А сколько у вас всего детей? 8. Почему у вас забрали 3 детей? Но я выпивала. Что вы от нас хотите? Отец-герой, на меня посмотри сюда, пожалуйста. Тюрьма светит тебе, тюрьма! Я еще раз вас спрашиваю, вам дети зачем? Как зачем? Они мне нужны. Хорошо, давайте от них отойдем. Встречайте своего брата. Он приехал к нам в студию вместе со своим опекуном Надеждой. Я так рад вас видеть. Мы тоже тебя рады видеть. И ребятам, и Таисе, и Степану, и Федору безумно повезло, что вы попали в такие любящие, надежные руки. И вот сегодня прям водораздел «Добро и зло». Степан и его приемная мама Татьяна в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Что там с вашими долгами? Рассказывайте. Ну, слава богу, спасибо и вашей передаче, экспертам. Я вот вижу здесь знакомое лицо как раз. Очень нам помогли. Вот, и на данный момент никаких долгов мои дети не выплачивают своей биологической матери. А как развивались события? Расскажите. Ну вот надо сказать, что сразу после съемок передачи, буквально на следующий день, эксперты наши, вот Ярослав и Руслан из Народного фронта, они прям очень хорошо включились. Они нам полностью нас вели, можно сказать, за ручку, консультировали, что писать, куда писать, как обращаться и так далее. Подключились к нашей проблеме и депутаты различного уровня. В итоге наш вопрос взял под личный контроль генеральный прокурор Российской Федерации. И вот тогда колесо закрутилось, конечно, уже маховик прям с бешеной скоростью.
А что-то взыскать с биологической мамы можно вообще? Она же алименты-то не платила. Она алименты не платила, да. Мы, кстати, впервые узнали, какая сумма задолженности. У Таисии 1 200 000, у Степана 1,5 миллиона. Ну, там с копейками. Выяснилось, оказывается, что у нашей биологической мамы служба судебных приставов нашла у нее в собственности земельный участок, например. Степа вот буквально недавно ездил в Серов туда на суд, и решается вопрос о продаже этого участка. Ты же на суде был, Степан, тоже, да? Да. Она как-то поменяла свое отношение или нет? На суде ее не было. Она не явилась. Ее не было. Она не явилась. Понятно. Но ты-то вот сейчас что решил? Что до конца пойдете? Или жалко все равно ее? Нет, я пойду до конца. То есть и участок, и я так понимаю, что ее сейчас заставили на работу выйти? Да, она официально сейчас работает. Что То есть платить какие-то долги? алименты будут платиться вам? Дети с ней живут? Да, насколько я Это знаю. просто ужас. И вот как, о чем мы разговаривали в тот раз в студии, что она должна взять детей и переехать в квартиру, благоустроенную квартиру своей матери, бабушки, Мгм. то есть они этого не сделали. То есть они в этой помойке так и продолжают да, жить? так продолжают. Совершенно согласен, это вопиющий случай. Я вот с такими ни разу не встречался. Но вот давайте мы после передачи останемся, поговорим с вами, посмотрим на них, и я постараюсь сделать все, чтобы вам Там помочь. 4 детей, 4 же. 4, да. 4. Да, это кошмар. Вы просто не представляете, в каких условиях они живут. Там в таком состоянии дети. И все. Показали на всю страну, а органы опеки опять вот так. Ну, как видишь, так ну можно? хоть прокуратура подключилась. Ярослав, как это Прокуратуре удалось? низкий поклон и огромное спасибо. Как удалось это сделать и что, собственно? Да, была непростая ситуация, но в первую очередь, конечно, спасибо за то, что следовали советам, потому что по-разному Вам бывает. спасибо огромное, Да. мы бы без вас не справились. У нас у юристов такая интересная работа, много зависит и от доверителя, поэтому здорово, что вы полностью были включены. И теперь будем надеяться, что эта нерадивая мать все-таки удовлетворит все требования по алиментам и оплатит их. Я так понимаю, что Таисия успела и квартиру получить, нет? Таисия? Да. У нас прям череда счастливых событий произошла с того момента, как мы побывали у вас. В тот момент, когда мы были здесь у вас в студии, Таисия готовилась буквально, чуть меньше, чем через месяц выйти замуж. Через 2 недели после того, как мы от вас вернулись домой, она нам сообщила счастливую новость, что она готовится стать мамой. Понятно, что Таисия на сносях прилететь к нам не смогла. Да, но показала и себя, и свою квартиру, рассказала о том, как она живет сейчас. Давайте посмотрим. Добро пожаловать в мою долгожданную квартиру, которую я получила 2 недели назад. Пойдемте, вам я ее покажу. Это моя однокомнатная квартира. Мы решили ее превратить в 2-комнатную, поставили стены. И в этом всем мне помогает мой муж Евгений. Это наша будущая кухня, и мы как минимум уже поставили кран. А еще здесь есть балкон с красивым видом. И детская площадка. Тут наш матрас, на котором мы сейчас спим, но я хочу поставить сюда диван, сюда шкаф, там телевизор вот в углу, и вот здесь вот комод. Ну и самое главное у нас комната – это детская для нашей дочери. Мамы пришли, пирожки принесли. Приветик, мамуля, Привет, доченька. Дети, поздравляем вас с вашим новосельем. Надеемся, что вам и вашей будущей малышке здесь будет очень хорошо. Хочу поблагодарить Первый канал, мужское, женское, и также и экспертам за то, что помогли решить проблему с биологической матерью. Больше нас с ней ничего не связывает. Наконец-то этот вопрос окончательно закрыт. Ура! Удачи вам, да, Таисии хороших, легких родов, а вам радости с внучкой. С Новым годом. Спасибо. С наступающим вас.
Спасибо большое. В одной из программ мы задались вопросом. Есть ли у человека шанс справиться с алкогольной зависимостью, если от него все отвернулись? Давайте вспомним эту историю. Я хочу спасти свою внучку. Она живет с моей дочерью, которая очень сильно пьет. У нее 4 детей. Со мной проживает в данный момент еще 3 ее детей. На 3 детей она лишена родительских прав. Я хотела бы, чтобы ей помогли вылечиться. А если этого она делать не будет, то просто я хочу ее лишить родительских прав и забрать ребенка к себе. Я правда хочу вылечиться, мама. Валентина, то есть у вас есть желание вылечиться? Да, большое. Неожиданно. У меня умер отец моего сына. Было тяжело. Я тогда сорвалась на наркотики. И сколько лет вы употребляли? 3 года. Ну а потом для того, чтобы слезть, чтобы заменили отойти, это все. Да, я стала заменять это алкоголем. Мне стало легче. Сейчас она живет с сожителем, от которого рожденный ребенок. Пьют, дерутся. Алкоголь мешает жить. И вам тоже? Да. Она украла деньги и телефон. Из-за этого я не хочу, чтобы она приезжала. И мне сняли сережки. Их мама, по-моему, их продала. Мама, хочу, чтобы ты поменялась. Мама, я скучаю. Я тебя жду. Я забронировал для вас палату. Вы, если согласны лечиться, я дам направление, и вы поедете. И если вы пройдете полный курс лечения, мы дадим бумагу, в том числе и для опеки. Доктор, а почему у вас такое доброе сердце? Можно поедет только один человек? Нет, пусть едут вдвоем. Валентина и ее сожитель Виталий в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажу честно, выглядите вы хорошо. Ну, сами-то, надеюсь, это видите? Да, ощущается. Самочувствие. Идеально, мне кажется. Я никогда давно так себя не чувствовала. А что поменялось вот в ощущениях? Перевернулся весь мир. Ну, то есть то, что было на первой передаче, это я посмотрела на себя со стороны и поняла, что... Так жить нельзя. Да, так жить нельзя было просто. А вы сразу поехали? Да, мы в этом после съемок Отсюда, да, же сразу уехали. туда поехали. То есть как пообещали? Да. Угу. Ну, первые недели 2, да, было прям вот максимально тяжело. Ну, желание было просто ноги сделать оттуда, и все. Знаете, была ситуация, когда я уже думала, что все, я плюну. Какая? Ну, просто я сама себе напридумывала о том, что какая я бедная, какая несчастная, как мне тяжело, нужно как бы домой. Но потом, как ни странно, Виталик, он меня уговорил, сказал, давай, переставай думать об этом. Ну, дети. У доктора в клинике побывали прямо перед вашей выпиской. Давайте посмотрим сюжет, потом поговорим. И во время прохождения лечения это были хорошие, даже лучшие пациенты тем, что они, еще раз, были очень сильно заряжены на выздоровление. Во-вторых, они придерживались всех рекомендаций, плана лечения, никогда не нарушали. То есть какого-то разговора о нарушении плана лечения не было ни разу. Мы сами даже удивились такому результату. Он, я так могу сказать, налицо. Валентина, прошло полгода. Угу. Вы маму видели за эти полгода? Нет, ни разу. Ни разу? Ни разу не видела. Хотите с ней встретиться? Безумно. Светлана Николаевна, ждем вас в этой студии. Здравствуйте. Вы красавица. Светлана Николаевна, рады вас видеть. Спасибо большое. Слушайте, ну несмотря на то, что вы с дочкой полгода не виделись, вы все время были на связи. Да. Так, и рассказывайте. Вот чувствовалось по разговору, что она меняется. Вот даже вот первые шаги, это был другой человек. То есть она как-то, знаете, она первоначально стала спрашивать, как дети?
До этого она могла вообще не звонить. То есть ей было это неинтересно. Сейчас такого нет. Девчонки ее очень ждут. То есть вот как, ну, они знают, что она находится именно здесь. То есть мы тайны из этого не делали. Артем, ему 12 лет. Он очень сильно переживал за маму. Вообще он был к ней очень сильно привязан. Вы знаете, как вот даже когда к нам приезжали, он просто-напросто не стал разговаривать, он не смог, он ушел. Но сейчас вот я говорю: Тём, я вот еду на передачу. Он, знаете, что мне сказал? Он так дошел тепло-тепло и говорит: ты знаешь, мам, я так рад, что она приедет сюда, и я обязательно пойду к ней в гости. Значит, Сонечка у нас выучил стихотворение для мамы. Вероника уже портрет нарисовала для мамы. Иришка пока ничего не может, но она очень много разговаривает. Сказала, что я ее поцелую. Слава Богу. Так что мы ее очень ждем. И главное, что ее ждут дети. Да. Это очень важно. И благодаря программе, благодаря доктора, вы нам, по сути, дали шанс на другую жизнь. А какие у вас планы на жизнь-то, мне интересно? Вот вы вернетесь домой после лечения. Какие планы? Что будете делать? Ну, естественно, первый мой план – это вернуть своих 3 детей старше. Я поняла, что со мной у них детство было не самое лучшее, но у меня есть шанс исправить это все. Я очень хочу этого. Ну, и во-вторых, ну, естественно, это найти работу себе достойную и увеличить жилье. А в личном какие планы? Так и будете с сожителями? Или... Нет, мы подумали, Решили для себя, то есть сейчас она в январе подает на развод, разводится. До этого времени восстанавливаю документы, даже, может, вот в декабре. Вот, и все, и сразу едем в ЗАГС. Это подходит, берем. Молодцы. Доктор, верите вы своим пациентам? Я скажу, как есть, хорошо? Вот за вами стоят новогодние елки. Сейчас я узнаю, что вы пожениться собрались. И во мне всегда возникает такой скепсис. Потому что у вас только становление, терапевтическая ремиссия впереди. Вот с этой точки зрения 2 грозных повода. Это Новый год. Это наибольшая кризисная точка для срывов. А еще и свадьба. Я надеюсь, что это не повод будет. Вы молодцы, что, во-первых, сами справляетесь. Пока справляетесь. Во-вторых, что показали пример, что так можно. Вот прямо отсюда сделать шаг в другую жизнь. Прямо отсюда, из этой студии. И все, и до конца. И до конца вместе еще, заметьте. Надеюсь, и будете счастливы. А уж дети как будут счастливы. Ай-яй-яй. Счастливого Нового года! Присоединяюсь. Я прошу, чтобы как можно больше людей узнали о моей маме. Моя мама занимается спасением лошадей. И вам хочется прям вот свою базу. Да, приобрели землю. Я хочу подарить сертификат на строительные материалы. Помоги нашей маме похудеть. Так вот откуда шоколадки, колбаса с майонезом. Это все вы заедаете, Да, просто всё горе, верно. да? Вы самостоятельно остановиться не можете. И мы вместе с вами этот вопрос решим. Дорогой Дедушка Мороз, прошу тебя помочь сделать моей сестре красивую улыбку. У нее не так сформирована челюсть нижняя. То придется подождать. У тебя будет самая красивая улыбка. И поэтому, дорогой Дедушка Мороз, мы хотим попросить у тебя новые костюмы. Красивые девочки. Танцуем и несем красоту русского народного танца. Нам шил Константин Семенович эти все костюмы. Константин Семенович, это вы? Да, это я. Вы Дед Мороз писали? Да. Давайте его позовем.